Я думаю, что ни для кого не секрет, что Konami невыгодно выкатывать весь контент сразу, учитывая, что их модель игры Free-to-Play подразумевает постепенно растягивание этого самого контента, даже если это растягивание длится уже несколько лет. В принципе, в этом ничего удивительного нет. И та же самая история с Мастер Лигой лишнее тому подтверждение, что Konami никуда не торопится, и мгновенное преображение игры их не сказать, что сильно интересует. Однако в первую неделю 2024 года всплыли интересные подробности разработки над eFootball, поскольку в сети появились сканы футболистов, которые в свою очередь, судя по всему, предназначались именно что для eFootball, но по какой-то причине в игру не попали. Рад вас приветствовать на канале Realistic PES. Сегодня всю эту тему обсудим поподробнее, взглянем на эти самые сканы и постараемся разобраться, что же случилось и почему достаточно неплохие сканы в игре мы так и не увидели. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Для контекста нам нужно отправиться далеко-далеко в прошлое, а если быть точным, то на 1,5 года назад, в момент, когда eFootball уже вышла, но все еще была далека от своего играбельного состояния. Я говорю про версию 1.0.0. Еще тогда появились новости о том, что Konami начали сотрудничать с одной сканирующей студией, которая как раз-таки и базируется на том, что сканирует футболистов, да и не только футболистов, для всякого рода контента. И с этой студией, если я не ошибаюсь, сотрудничали не только Konami и своей eFootball, но и та же самая Бавария, поскольку какой-то проект, связанный с игроками мюнхенцев, все-таки в Ютубе, да и в целом в сети всплывал. И суть заключалась в том, что вроде как эта студия должна была помогать Konami сканировать футболистов, и в последующем эти самые сканы должны были появляться в игре. Напомню, что все это было еще до релиза версии 1.0.0, где-то в марте, в начале апреля, и после этого как-то все подобные разговоры сошли на нет. И тут внезапно, спустя несколько лет, в сети появились кадры отсканированных моделек, которые выглядят действительно неплохо, с татуировками, с хорошей прической, с хорошими лицами, и которых мы никогда не наблюдали в eFootball. В сети никогда не фигурировал срок сотрудничества обеих студий, а именно сканирующей и Konami, а поэтому трудно сказать, сотрудничают ли они и по сей день. Но, как можно заметить, исходя из представленных сканов, некоторые были сделаны, ну не сказать, что прям давно, а некоторые как раз-таки в тот самый год, когда сотрудничество по сути и началось. Ну и суть в том, что несмотря на наличие подобных хороших сканов, отличных моделек, по итогу в игре мы их так и не увидели. И это вызывает множество вопросов, потому что большинство из представленных игроков непосредственно в игре имеют достаточно старые модельки, а кому-то даже обновляли фейс, но по итогу его качество оставляет желать лучшего. Засветился даже Криштиану Роналду до того момента, как он ушел в Аль-Насср, пока играл за Юнайтед. Его отсканировали полностью с ног до головы, но в игре мы все еще наблюдаем старую модельку с далеко не самым лучшим качеством, будем честны. Он, конечно, похож на себя, но качество текстур оставляет желать лучшего. Та же самая история касается и Депая, и Милинковича Савича, об обновлении фейса которого просят уже очень-очень давно, и которое мы не получили до сих пор. И в чем же проблема оказалась по итогу? А на самом деле трудно сказать, потому что сканы были сделаны, но в игре не появились, и здесь присутствуют две стороны одной медали. Кто-то считает, что полностью виновата Konami, поскольку сканы сделаны, модельки отсканированы, но в игре не появились, и их не добавили непосредственно Konami. Но с другой стороны появились новости о том, что студия, которая всем этим и занималась, а именно Nixxer Technologies, имел какие-то проблемы с финансированием, и, скажем так, студии и прочие ребята, которые с ними сотрудничали, отзывались не очень-то и положительно о них, ну, именно что в конце их деятельности. Сейчас, я так понимаю, лавочка, возможно, временно, но, судя по всему, прикрыта. И, возможно, это также стало причиной того, что эти самые сканы в игре не появились. Как бы то ни было, мы лишились очень хороших фейсов, потому что сканы с виду действительно выглядят неплохо, фейсы переданы отлично, у кого-то даже татуировки сделаны. Конечно, не забываем про авторские права на них, но тем не менее. А так получается, что помимо замедления прогресса касаемо режимов, контента в eFootball, мы еще недополучаем подобного рода контент, который, по сути, является косметическим. Просто чтобы глазу было приятно наблюдать обновленные фейсы футболистов, чтобы они были больше похожи на себя. Потому что, несмотря на добавление новых фейсов, обновление старых фейсов, некоторые из них имеют действительно плохие текстурки. То есть качество фейсов, точно так же, как и качество всего остального, у Konami за последнее время очень сильно упало. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как вам увиденные модельки? Как вы думаете, в чем причина их непоявления в игре? Пишите в комментариях. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, это поможет его продвижению. Ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность, и желаю вам всем удачи. Всем пока!